Здравствуйте, дорогие друзья, и это новый выпуск распаковки, рубрики, в которой каждый желающий производитель или магазин может мне прислать свой гаджет или аксессуар, о котором мы расскажем только правду. Будем надеяться, что в следующем выпуске мы уже будем распаковывать iPhone 8 или Apple Watch 3. Ставь лайк, если ждешь, ну а мы начинаем. Будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Ко мне пришел фитнес-трекер OneTrack версии Sport. Несмотря на то, что модель сошла с конвейера впервые в 2014, она до сих пор является флагманом во всей линейке и за эти годы регулярно дорабатывалась разработчиками. Компания OneTrack выделяет среди сотни других аналогов то, что это отечественный продукт, сделанный в России, о чем даже свидетельствует надпись на упаковке. Мы как-то уже разучились гордиться тем, что сделано на родине. Что ж, давайте копнем глубже. Комплект стандартный. Капсула, силиконовый гипоаллергенный ремешок, USB-зарядка в жестком корпусе. Конечно, я больше отдаю предпочтение с мягким кабелем, как у аналогов, и документация, разумеется, на русском. Чтобы запустить девайс, необходимо оставить его на зарядке. Процесс занимает 2-3 часа, после чего проработает устройство с литий-полимерной батарейкой на 45 мАч до 7 дней. У меня при полной нагрузке, то есть регулярными синхронизациями, включенными напоминаниями о приеме жидкости и активированной функцией мониторинга сна, OneTrack проработал ровно 6 суток. В целом показатель устраивает более чем. Только вот время зарядки их, конечно, хотелось бы сократить раза так в 2, а может и больше. Силиконовый ремешок по умолчанию идет в белом цвете. Производитель выпускает еще варианты с черным, желтым, бирюзовым, голубым и розовыми цветами. К моему удивлению, белый цвет оказался не такой уж и марким, а если что-то и запачкалось, то все вытирается либо рукой, либо автоматически в душе. А вот конструкция ремешка у меня есть претензия. Кончик хвостика болтается на внутренней стороне, и если у вас небольшой обхват запястья, то при использовании он частенько вылазит, и иногда, особенно при переодевании, доставляет дискомфорт. Частично решается проблема подбором ремешка меньшего размера на запястье. В свежей модели Active, которая недавно была представлена и уже совсем скоро выйдет в продажу, этот нюанс учтен. Реально хотел бы протестировать и новую модель, потому как она имеет некоторые интересные особенности. Отверстий хватает, кожа дышит, но разве что только в очень жаркую погоду можно ощутить дискомфорт. Силикон не отслаивается, застежка пластиковая с покрытием под металл и от влаги не ржавеет. Корпус практически невесомой капсулы пластиковый, матовая часть спрячется в браслете, а глянцевая останется на виду. На лицевой панели имеется монохромный OLED-дисплей с диагональю 0,91 дюйма и сенсорная кнопка слева от нее. Сенсор в визуальном плане крутое и долговечное решение, но вот есть реально вопросы по срабатыванию. Этот процесс происходит не всегда с первого раза. Погрешность, конечно же, невысока, но она все же есть. Да и от воздействия воды он тоже загорается и начинает переключать режимы. У меня так даже несколько раз режим сна включился в душе. Большой минус дисплея на органических светодиодах — низкая яркость. На солнце изображение становится абсолютно невидимым и ничего нельзя прочитать. Даже создание тени рукой не очень-то и спасает. Я даже в какой-то момент подумал, что трекер сломался. Вне влияния солнечных лучей оказалось, что все в порядке. В остальных ситуациях все читабельно. Сам корпус защищен по стандарту IP67, то есть можно погружаться в воду на глубину до 1 метра и до 30 минут. Испытание душем пройдено успешно, а вот заплыв в озере гаджет не выдержал. Я не погружался и плавал пару раз по 10-15 минут. В результате на внутренней стороне дисплея образовалась испарина. За неделю вся влага самоустранилась, но неприятное послевкусие осталось. Теперь на всякий случай снимаю перед любыми серьезными водными процедурами. Дисплей отображает на главном экране время, дату, заряд и активность соединения со смартфоном, а на последующих количество пройденных шагов, сожженных калорий, пройденное расстояние, время активности и процент достижения цели, которую вы сами устанавливаете в приложении. Сразу об эргономике и практичности. Наличие дисплея — это круто, потому что гаджет заменяет часы. Но информация отображается в альбомной ориентации, и получается нужно смотреть на него, наклоняя голову и держа руку непривычно под углом. Разработчики с легкостью могли бы расположить все данные в вертикальной ориентации, и тогда все было бы комфортнее и лучше. Но увы. Зачем же нужен фитнес-трекер? Главное назначение – считать, сколько калорий вы тратите и сколько потребляете. Разумеется, вопросы потребления полностью ложатся на плечи, ну а точнее руки пользователя, который должен самостоятельно все записывать в приложение. Выбирайте цель – похудеть или пополнеть, фиксируйте приемы пищи и по калориям отслеживайте прогресс, регулярно добавляя замеры на весах. Также браслет следит и напоминает легкая вибрация выпить воды, следит за качеством сна и имеет умный будильник. А теперь обо всем по порядку.
Главное преимущество OneTrack над конкурентами – приложение. Разработчики регулярно допиливают программу, а она доступна и для iOS, и для Android. Приложение действительно качественное, симпатичное и удобное, но есть нюансы. Процесс регистрации не мгновенный. Помимо стандартной информации необходимо ввести номер телефона и город проживания. Предполагается, что в случае утери браслета новый владелец сможет связаться с офисом разработчика, а тот в свою очередь направит его владельцу. А геолокация необходима для получения статистики с привязкой к населенным пунктам. Для начала переходим в меню цели и указываем то, что мы хотим от жизни: худеть, толстеть или оставить все так, как есть. А еще указываем, сколько желаем спать, ходить и пить. Круто то, что каждый раздел в программе имеет краткую сводку с рекомендациями, так сказать, с обоснованием. Почему, к примеру, нужно пить столько, а не столько. Главный экран отображает прогресс достижения 4 целей за сутки: шаги, калории, количество сна и объем выпитой жидкости. Также есть счетчик сожженных калорий и потребляемой пищи, где будет вводиться информация. Добавление пищи – самый сложный процесс в любом трекере активности, особенно когда рацион достаточно разнообразен. Чем точнее введете, тем лучше посчитаются калории. Лично мне категориями пользоваться не понравилось. Поиск и избранное самое то. Только вот поиск без активного интернет-соединения не работает, а когда есть интернет, то результаты далеко не всегда отображаются мгновенно. Это уже зависит от скорости интернет-соединения, но все равно немного раздражает. Спасает графа избранное. Оттуда продукты добавляются без надобности иметь подключение к сети. Интересно, вот почему, когда в первый раз тапаешь по времени суток, то туда сразу можно добавить продукт, а второй раз нельзя. Приходится нажимать плюс, а затем выбирать категорию, а уже потом искать продукт. Не очень удобно. Да и виджета для центра уведомлений нет, чтобы не заходя в приложение быстро добавлять приемы пищи. Жест 3D Touch по иконке тоже пуст. Еще бесит то, что нельзя мгновенно зайти в приложение и работать. Нужно дождаться окончания процесса синхронизации с браслетом. Разве это нельзя было сделать в фоне? Активность. Шаги считаются банальным акселерометром. Вешать трекер нужно на менее загруженную руку, чтобы было меньше ложных срабатываний. Если просто ходить, то погрешность невысока. Всего 20 шагов на 1000. Это я лично замерял. Но вот при работе в офисе даже некоторые потрясывания рукой учитываются как шаги. GPS нет, и это огромный минус. GPS — это точность и возможность скрупулезно измерять расстояние, скорость и время при занятии спортом. А в OneTrack нет ни секундомера, ни таймера, ни пульсометра. Если пульсометр для 90% людей абсолютно бесполезная штука, то остальные вещи уже можно было и реализовать. Бегать по-прежнему приходится со смартфоном. Браслет также определяет период активности и фиксирует их. Погрешность также присутствует. А еще жалко, нет напоминаний о бездействии пользователя, к примеру, когда я засиделся за компьютером. Сон. Программа и сон контролирует, и умный будильник имеет. Для этого есть целых 6 слотов и повторы по дням недели. Но объясните, почему? Почему я должен активировать режим сна вручную? Для этого нужно зажать сенсорную кнопку, подержать чуть-чуть, а затем подтвердить действие еще одним нажатием. Причем после пробуждения режим сна необходимо самостоятельно выключить. Разве в 21 веке техника не может сама фиксировать, когда человек спит, а когда нет? Фиг с дневным сном, но ночью-то и так понятно, когда активность, а когда нет. В режиме сна дисплей отображает фазы. Аналогичные данные в более информативном ключе дублируются в приложении. И что самое печальное, программа считает, что когда вы включили режим сна, вы мгновенно заснули, а когда выключили, проснулись, и учитывает все время за сон. А фигня, что на переход в сон уходит какое-то время. Кстати, случайно добавленный или не отключенный режим сна нельзя редактировать. Эти вопросы остаются открытыми. К регистрации потребляемой жидкости никаких вопросов нет. Если вибронапоминалка чересчур часто о себе дает знать, просто увеличьте интервал в настройках. И тут также не хватает виджета. Чтобы добавить потребляемую воду, мне нужно достать и разблокировать смартфон, запустить приложение и дождаться окончания процесса синхронизации. Перейти в раздел с жидкостью, нажать на плюсик, выбрать объем и только тогда нажать на кнопку «Готово». Немного ли действий нужно выполнить? Прям челлендж какой-то. К чему у меня нет претензий, так это к статистике. Тут все сделано более чем. Есть дневная глобальная сводка, а также детальная статистика. Все круто, наглядно и информативно. Некоторые вещи еще в разработке, так что ждем апдейтов. Позаботились разработчики и о безопасности. Потерянный браслет не осчастливит человека, который его найдет. Пока капсулу не отвяжешь от аккаунта, с другим устройством она работать не будет. Единственный выход — вбить в адресную строку браузера сайт производителя с капсулы и выйти на владельца через саппорт.
Подводим итоги. Мы имеем узкоспециализированный персональный гаджет для тех, кто хочет следить за своим весом, контролировать активность и иметь детальную статистику по своему ритму жизни. Сильной стороной устройства стал софт, особенно если сравнивать с аналогами, слабой железо. Но и в софте хватает недоработок, хотя это по большей части поправимо. Стоит такое удовольствие около $77. Да, недешево. Тот же Mi Band 2 более лоялен в этом вопросе, но и идущее в нем ПО откровенно слабо. Помимо своих фи, в браслете хотелось бы увидеть входящее уведомление. Такая функция уже реализована в модели Active, которая вот-вот выходит на рынок. В ней, к слову, было устранено много недостатков версии Sport. И ценник дешевле, но и дисплея нет. В общем, с удовольствием протестировал бы. Ссылочку на обозреваемый товар я оставил в описании. В комментариях к этому ролику, помимо того, понравился ли вам обзор, хочу узнать, используете ли вы фитнес-трекеры, какие это модели и для каких целей вы их покупали и оправдался ли рейтинг ожидания. Или может эта штука уже давным-давно лежит в шуфлядке или носится просто потому, что купил и поэтому нужно носить. Будет интересно почитать. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.